Гамарджоба, дорогие подписчики. Всем Сегодня мы привет. собрались здесь с Анастасией, которая нам решила поведать, что такое Animal Flow, потому что до того, как я увидел ее, если честно, я, например, не знал, что это такое. Я посмотрел видео, и это выглядит как практика, которую, мне уже пора делать, потому что я работник клавиатуры. Вот. И у 100%. меня все разваливается. Вот. Настя написала, точнее, я написал Насте, но я знал, что она хотела записать подкаст, поэтому так получилось, что мы вот решили встретиться с Настей, записать, рассказать об ее пути до Animal Flow, как она оказалась в Грузии, в отличие от нас, бедолаг 2022 года, когда кое-что случилось. Настя переехала сюда пораньше, а это всегда интересно. Почему? Да, да, вот. На этой позитивной ноте передаю слово моему гостю. Настя, представься, расскажи о себе. Ребята, всем привет. Меня зовут Настя. Мне 39 лет. Я живу в Грузии больше, чем 6 лет. Я тренер по Animal Flow. Сейчас мы вам немножечко расскажем, что это такое. Домашних животных можете от экрана убирать, потому что это не для них история. Вот. У меня есть небольшая студия с тренировками, танцами, йогой здесь. У меня есть 2 детей. Есть немножечко невроза. Понимаемо. Да, примерно так. Ну, тогда расскажи, наверное, о своей прошлой жизни до Грузии Мгм. немножко. Я знаю, мы с тобой встречались, ты рассказала, что у тебя было некое спортивное прошлое, довольно активное. Да. Мы немного поворчали на спорт. Вот, расскажи о том, чем занималась, как активно, где жила. Я родилась в Тульской области. Там сначала меня родители отдали на плавание. Нет, нужно сказать, что сначала, когда я родилась, они меня начали купать в 18 градусах воды. Возможно, поэтому я не очень люблю холодную воду. Потом они меня отдали заниматься плаванием. С 1 по 3 класс я занималась плаванием, а потом пошла в лыжи. Почему я пошла в лыжи? Значит, у меня был выбор остаться плавать. Холодная вода не очень, сразу напоминаем еще раз. А в лыжах ребята, которые занимались лыжами, они практически единственные с нашего небольшого города хотя бы куда-то выезжали за пределы, Мгм. там, на соревнования, на сборы, что-то такое. И было принято решение отдать меня в лыжи. И так с 5 класса я начала заниматься лыжными гонками и занималась этим профессионально 13 лет. И, естественно, лыжные гонки — это история про снег, про холод. И все время в октябре я уезжала туда, где уже лежит снег, и Мгм. возвращалась в привычную жизнь где-то в апреле. Ну, то есть сколько месяцев в году у меня была зима? Очень много. И это сильно наложило отпечаток в целом на мое решение переехать потом в тепло. И сейчас меня не заставишь, чтобы в моей жизни с октября по апрель была зима. Нет, спасибо. Мгм. Понимаю, как сибирский валенок, абсолютно понимаю. Я уже очень, не очень много, но 3 года я не видел снег, и в Мгм. целом я собираюсь продолжать его не Не видеть. видеть. У меня нет никакого переживания по этому поводу. Прекрасно. Вот. Вот ты занималась лыжами. Да, я занималась лыжами, много тренировалась, много бегала, и потом а, моя лыжная карьера завершилась, когда я очень сильно упала на тренировке с велосипеда. Хорошо, что я вообще жива осталась, потому что Мгм. у меня на велосипеде просто перестали работать тормоза на спуске примерно длиной 1,5 километра, и внизу там еще был шлагбаум. Шлагбаум я благополучно не задела, но летела я знатно. Порвала Мгм. себе связку в плече, и на этом решила закончить, потому что мне уже было 23 года, и продолжать заниматься спортом. Я видела, как выглядят женщины-лыжницы в 30 лет, и это не было моей мечтой — Мгм. выглядеть так и вести такой образ жизни. Поэтому было принято решение закончить со спортом.
и начать искать какую-то работу, но все очень даже совпало, что начала искать работу в августе 2008 года, когда случился мировой финансовый кризис, и я как человек без какого-либо опыта работы, кроме спорта, вообще не могла не найти никакую работу. И пошла работать в университет, преподавать физкультуру. Отличная была работа, все кроме зарплаты. Знакомо тоже. Да. Тоже в университете преподавал немножко. Ну, одна из причин, почему перестал, это, конечно, зарплата. Да, Я видел, естественно. друзья зарабатывают, там, не знаю, в 10 раз больше. И я подумал, не, я что-то не хочу связывать свою карьеру с образованием, поэтому был таков. Вот. Да. Так как ты спортсмен, то наверняка даже когда ты восстановилась после травмы, ты какую-то физкультуру в жизнь, ну еще и преподаватель физкультуры, наверняка Да. какую-то имела в своей жизни физкультуру, чем-то Ну, да, занималась. я ходила в зал, занималась и, конечно, преподавала физкультуру в университете, но чтобы мне плотно перейти к каким-то тренировкам, когда я закончила со спортом, я вообще не хотела делать ничего. Ничего. Примерно года 4 это было. Ну, то есть мне надо что-то поделать, но я не могу это назвать каким-то серьезным тренировочным процессом. Морально и физически я отдыхала от вот этих мучений профессионального спорта. Но потом мне просто стало жалко своего опыта, чтобы так все профукать, знаете, не хотелось. И стала заниматься, то есть на постоянной основе уже, если не считать вот этих нескольких лет перерыва, продолжаем заниматься. И, соответственно, продолжала вести тренировки для людей, не только для студентов. В фитнес-клубе я тоже работала. Мне нравится не только для людей, но и для студентов. В целом... Но студентам ты ведешь, я им сразу говорила, ребята, физкультура – это практика. Если вы не будете ходить на физкультуру, зачет не получится получить. Но я вам советую ходить, потому что через 10 лет вы все за это заплатите деньги. Так и вышло, Так и кстати. вышло. Да. Я всегда избегал физкультуры везде, а потом начал платить за то, чтобы Вот. просто передвигаться, что-то Вот. делать, потому что все болит. Да. Ну, сидячий образ жизни — это бич 21 века. Все мы, ну, многие из нас любят посидеть, либо просто так получилось. Поэтому Или действительно... полежать. Или полежать, да. Но полежать даже получше. Даже более выглядит привлекательно. Да. Как будто ты успешный греческий какой-то Бог. философ. Да, или бог. Вот. А как ты познакомилась с Animal Flow? Соответственно, как узнала об этом? С Animal Flow я познакомилась уже, когда переехала сюда. Да, переехала я 6 лет назад. И переехали мы сюда вместе с всей семьей, с моим бывшим мужем и с 2 детьми. И когда случилась пандемия, и все засели дома, все перешли на какой-то онлайн-формат и работы, и тренировок, и всего остального. И я стала вести просто бесконечное количество тренировок, типа там 8 часов в день, 6 дней в неделю. И я вела просто функциональные тренировки, то есть это работа с телом, работа с мышцами. И в какой-то момент, примерно года через 1,5, вот такой беспрерывной работы, я поняла, что я или с ума сойду уже, считать 1, 2, 3, 4, либо нужно что-то поменять, что-то найти новое, что мне саму меня будет увлекать. И я начала, значит, этот поиск. И все, что я смотрела, то есть я и так понимаю примерно, что происходит там в мире фитнеса, но ничего из этого меня не вставляло, скажем так. И я уже, честно сказать, 2 месяца прям я плотно думала, искала и ничего не могла найти. И думаю, ну не может же быть такого, что в мире не существовало то, что меня увлечет сильно. И были приняты крайние меры уже, как это нужно найти и придумать. Я решила пойти в бар. И не выйти оттуда, пока я уже не придумаю, что мне надо делать. Я прям вот так села,
взяла себе вина или что-то, я там не помню. И давай просто такая: Настя, ну мы должны это найти. И в итоге в какой-то момент у меня всплывает просто картинка в голове, когда я только переехала в Грузию, это был 2-й день или 3-й день. И я вот так стою на балконе, это было так тепло, так хорошо. И вдруг мне в Инстаграме там попадается, я не помню, это была реклама или просто где-то я наткнулась на это. И я вижу, что это такое, люди как-то странно двигаются. Но я не могу от этого оторваться. Я на это смотрю и оторваться не могу. И я зашла, значит, в этот аккаунт. Это был официальный аккаунт Animal Flow, американский. И я вообще первый раз слышу, что такое Animal Flow, и как это вообще выглядит, и что они тут вообще делают, почему они делают это синхронно, как у них это все получается. И я увидела, что через 2 недели будет воркшоп в Варшаве. А это еще были прекрасные времена, когда у меня был 5-летний французский открытый Шенген, и, соответственно, с Кутаиси можно было долететь очень дешево, но мы только переехали сюда, и все это выглядело очень утопично, чересчур. И я просто расстроилась, даже не подписалась, и все. И благополучно про это забыла до того самого дня, когда я вспомнила, такая: о боже мой, Animal Flow. И я набираю, значит, Animal Flow и вижу, что уже есть у нас русскоязычный аккаунт. И ровно через 2 недели будет онлайн-обучение. И я такая: ну все, записываемся. Так оно все и было. Так я записалась на обучение. Честно сказать, когда я попробовала, я была в шоке, потому что я подготовленный физический человек, конечно же, но мне было сложно вообще собрать свои ноги и руки, координировать все это, чтобы у меня получилось. И мне потом пришлось серьезно поработать, чтобы у меня все получилось, чтобы сдать это все, чтобы вообще осознать себя в этом движении. Но это был очень интересный процесс, и он продолжает быть. Да, в Грузии не было никого вообще, 0 человек, которые бы делали Animal Flow или хотя бы что-нибудь про это знали. Если вы сейчас что-нибудь знаете в Грузии про Animal Flow, знайте, что это... Я докопалась просто до всех в этом городе, начиная там от баров, рейвов, просто своих друзей, знакомых. И такая: тебе точно нужно Animal Flow заняться. Да. Давай тебе хотя бы скажем, что это такое, да? Попробуем. Попробуем объяснить, что такое Animal Flow. Animal Flow — это американская фитнес-методика. Для этой тренировки тебе нужен только ты и немного пространства вокруг тебя. Все это похоже одновременно на йогу, брейк-данс, капоэйру, гимнастику. Это все смешение разных движений. Но это все имеет очень четкую структуру, технически продумано, очень полезно, не опасно. Даже можно использовать как реабилитацию, особенно тех, кто очень долго сидит и особенно лежит. Реабилитация программистов. Реабилитация программистов. Надо, кстати, неплохой, мне кажется, бренд. Да. Если программисты смотрят меня, ребята, приходите. И кроме того, что это физически тебя, да, немножечко бодрит, это еще очень интересная работа с головой, потому что каждое движение, у него есть свое название, ты можешь его делать слева или справа. И я тебе говорю: сейчас мы делаем то, сё, и ты в процессе, когда ты только начинаешь, вот тебе кажется, что ты знаешь, где у тебя рука, где у тебя нога, где право или лево, но по факту, когда ты начинаешь двигаться, это очень интересное ощущение, что ты прям эррор, где это, что сейчас будем делать. Но потом это совершенно по-другому начинает работать и голова, связь тела и мозга выходит на новый уровень. И ребята-программисты, думаю, что коды тоже у вас будут писаться иначе. Да, ребят. Welcome. Ну, кровоток еще будет, наконец-то, в местах, в которых он уже... нужных. Да, в которых он уже перестал течь. Вот. Ты сказала, что познакомила, ну, точнее, начала Animal Flow
way of life, когда Мгм. переехала в Грузию. Да. Вот, расскажи немножко. Ну, я знаю, климатические причины, это Да, было да, очень да. важно, но Да, как все-таки, я попала в да, Грузию. Да. почему Грузия, как это все? Официально я климатический беженец. Да. Это Климатический норм. беженец, да. Природа, погода, природа. Мгм. Очень мне подходит этот вайб чуть-чуть поюжнее места, Мгм. где я жила, потому что я здесь чувствую себя получше, чем там. Мгм. Вот. И то есть тоже близость недалеко от все равно от своих родных, не сильные все-таки, не сильная такая адаптация. Языковой барьер тоже не такой, чтобы прям совсем. В общем, все мне понравилось, здесь подошло. И Мгм. получается, что мы переехали ровно за полгода до начала пандемии. Мгм. Да, и пандемию было, конечно, интересно здесь тоже проживать. Первый раз я увидела Батуми вообще без людей просто. Совершенно. Тебе Например. понравилось? Батуми без людей, да. Да, да. Да, мне рассказывали люди, которых на Бали заперли, что, ну, в Бали без 20-м людей без тоже людей просто неплохо. потрясающее место. Да, Ну, это факт. наверное, так, да. А вот тогда такие еще вопросики, Мгм, получается, сравнивая, ну, любимый вопрос извечный, мгм, который я почти на каждом подкасте так или иначе затрагиваю, это отношение грузин к мгм, русским людям. мгм, Вот. Ты переехала до как бы обострения мгм. этих, ухудшения этих отношений, так это назовем. Вот. Ну, 6 лет назад. Как это было? Да. Были ли какие-то там... Ну, все равно у нас между стран не самые простые дипломатические отношения, так это Мгм, назовем. Были ли какие-то острые моменты? мгм, Или стало ли хуже вот, в 22 году, мгм. например? Ну, как бы это сказать? В целом, конечно, ощущается немножечко отношение к тебе не такое, как ко всем остальным, но лично меня Мгм. это никогда не касалось, в том смысле, никогда у меня не было никаких ситуаций, кроме одной, сейчас расскажу. Чтобы на меня кто-то там косо смотрел или что-то мне высказывал какие-то претензии, потому что на любые претензии, которые они мне скажут, у меня есть ответ. Мгм. Вот. Но единственный раз, когда меня послали нахуй, Мгм. это было именно ровно 6 лет назад. Интересно. Да, вот я только переехала, у меня еще была машина с русскими номерами, и я вот так паркуюсь около метро Марджинишвили, я еще такая в красном платье, в горошек, в шляпке, я такая радостная, тепло, вылетаю вот так вот из машины, и навстречу мне идет старый-старый грузинский дедушка, он еле вообще идет, и он увидел, значит, номера моей машины, Мгм. вот такую выскакивающую меня, и просто мне такой: пошла ты нахуй. А я говорю: хорошо, дедушка. Это все. Да. Айкидо Вообще. негативной энергии, так сказать, Да, обратно и да. И вот вернусь. хорошо. Я прямо туда сейчас и направляюсь, дедуля. Все в порядке. Не, ну в целом, да, это правильное поведение. Мгм. Вот. Ну, я тоже персонально никогда не сталкивался с каким-то плохим Мгм. отношением. Я понимаю прекрасно политический контекст, и у Да. меня никаких нет как бы ожиданий завышенных, так Мгм. скажем, по какой-то причине, или, наоборот, заниженных. Ну, в целом все норм, ровно. Никто никому мозги не делает, пока Да. не возникает какая-то острая ситуация. А она обычно не возникает, если все ведут, ну, если сам ведешь себя нормально, так скажем. Так это назовем. На любую острую ситуацию можно немножечко сгладить. Да, ее можно сгладить, либо избежать зачастую. Очень редко, когда Мгм. к тебе там, ну, я не знаю, что это должно случиться. Наверное, такое возможно. Но у меня не было такого. В конце Нет. концов, я большой, лысый мужик. Да. Это помогает немножко. А я быстро бегаю. Так.
Да, еще и в горах, может, на лыжах. Вообще, да, если что, да. Как интересный, значит, факт про разницу менталитетов, что Мгм. когда я грузинам начинаю рассказывать, что я занималась лыжами, я говорю, внимание, это не те лыжи, на которых ты с горы съехал, Мгм. это лыжи, на которых ты в гору заехал. Заехал. И очень часто я встречаю такое непонимание в глазах, а потом очень хороший вопрос. А зачем? А зачем? Это очень хороший вопрос. Сейчас я уже понимаю. Раньше таких вопросов у нас не возникало. О, Да, А получается, переехала ты уже со всей семьей, да, переехала. дети, Мгм. муж, бывший муж. Уже, да, бывший. Потому что после пандемии мой бывший муж решил вернуться в Москву, а я не захотела возвращаться в Москву. Мне понравилось тут жить. Мгм. Вот. И так оно все и случилось. Просто такая жизнь. Дети остались жить со мной. Не могу сказать, что это очень просто Ну да. быть мамой одной в эмиграции с двумя детьми, еще Мгм. заниматься работой, каким-то бизнесом и пытаться еще какую-то жить свою жизнь. Да. Ну, детей у меня нет, но я прекрасно понимаю, о чем Мгм. ты говоришь. Конечно, с детьми все более интересно, так это назовем. Да. Да. Более не расслабленно, чем Ну могло бы да, быть, да. да, не можешь так просто. Ах, ну все, я выгорел немножко, Да, отдохну. да, да. Никого это, к сожалению, из детей не, Не не интересует. интересует. Они пока еще мало что поняли про Да, выгорание, да, да. да, да. Ничего, это путь длиной в жизнь, все нормально. Нравится ли им здесь? Ну, как они себя здесь чувствуют? М, Я думаю, что они чувствуют себя отлично. Мгм. Они здесь пошли в школу. Мгм. Они не знают ничего, как учатся в русской школе. Если бы Мгм. они поучились и там, или бы пожили в более осознанном возрасте и там, можно было бы сравнить. Мгм. Вот. Но у них отличные отношения там в школе, Мгм. на тренировках. Это безопасно, то есть я могу их спокойно там отправить куда-то в Москве, не думаю, чтобы я их в этом возрасте могла спокойно куда-то отпустить. Здесь вообще без проблем. Согласен, кстати, да, Да, здесь как-то ощущаешь себя в большей да. безопасности, что ли. Мгм. И в целом, ну, какой-то безопасный вайб есть такой вот. И к Да, детям, мне кажется, уже отношение очень такое, типа, вайбовое. И да. я такое же видел в Таиланде. Очень сильно тайцы любят детей Мгм. и постоянно интересуются ими, и все время как-то участвуют. Короче, даже Да. никто их не просит, Но ничего они такого. участвуют, Ну да, как, да. например, вот дети ездят в школу, Мгм. все дети, мы живем в другом районе, не в том, в котором находится школа, и мы с родителями там организовались, наняли прекрасного дядечку, который их забирает с утра и потом привозит после школы. И вот этот вот прекрасный Вано Мгм. частенько, значит, моего сына забирает, он такой, мы поехали есть шаурму, там, мы поехали делать то, мы поехали сюда после школы, у них там мероприятия Activity. внеклассные, да, я такая, ну ладно, давайте. Ну ладно, отдохну пока что. Да, 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 да. Уже накормлен. Супер. Да. Ну, они учатся в грузинской школе. И они учатся в русской школе, Мгм. но грузинский у них 5 дней в неделю, О, конечно же. прикольно. Да, То есть да. они уже Но, нормально в целом. ну, точно получше, чем я. Ну, это прикольно. Да, М. А как-то мы на материнство немножко свернули. да. Вернемся к взрослым людям. Давай, к взрослым. А, Можешь рассказать больше о работе студии? Вот открыла ты студию. Да. Насколько оно, я так полагаю, было очень хорошо все Мгм, всегда. Что-то изменилось? мгм. А кто в основном ходит, если можно тоже этим поделиться? Да, И конечно. что-нибудь такое. В общем, когда случился 2022 год, и очень много людей сюда переехало, Мгм. есть нюанс, что до этого, когда я пыталась найти себе место, чтобы тренировать своих девчонок, снять какое-то помещение или студию, это была очень большая проблема. Мгм. То есть здесь не было
возможных мест, кроме там большого фитнес-клуба, где ты можешь что-то сделать, никаких пространств особенно для этого не было. Ну, может, каких-то парочку, там, не знаю, йога-студий было, больше не было ничего такого. И когда все переехали, просто огромное количество людей, пока все еще пытались адаптироваться, потом в эйфории прыгали в парках там. И я уже поняла, что когда наступит осень, я вообще никогда не смогу больше найти место. И пока у меня есть небольшое преимущество в понимании этого, мне уже нужно начать себе что-то искать. У меня была идея только одна, что я сниму какое-то место, я буду там вести тренировки, а остальное время кому-то тоже там раздам в аренду и так далее. И в августе месяце я нашла помещение прямо около метро Руставели, отличное, и я его сняла. И потом я еще немножко пребывала в шоке, потому что никогда в жизни я не делала примерно таких действий. Да? Вот. И пока я 2 недели сидела еще вот так вот там просто думала, что мне теперь делать, кому мне теперь это все, как это мне все организовать, случилась мобилизация. И приехало еще огромное количество людей, и приехало огромное количество людей, которые понимают какой-то тренировки в формате там, небольшой студии, и куча преподавателей, которые тоже работали в подобных местах. И я понимала, что мне надо что-то с этим сделать, а что точно не было понятно. И у меня есть подруга Таня. Таня, если ты смотришь, привет тебе. Она очень умная женщина с большим опытом, продюсер и вообще классная девчонка. Я говорю: Таня, что теперь с этим делать? Я вообще не понимаю. Она такая: что? Взяла всех на работу и все. Я говорю: ну какую работу? Купила себе CRM-систему, взяла администратора, короче, этих туда, этих сюда. Я такая: ну ладно, давайте попробуем. И вот так вот мы попробовали. Значит, я написала, посмотрела, кто приехал вообще сюда, пошарилась по Инстаграму, посмотрела, какие тренеры приехали. Также я еще залезла во все женские чаты и посмотрела, кто что ищет из тренировок, знаете. И все, конечно же, искали стретчинг. Но по факту всем оказалось, что всем нужна стрип-пластика. Да. То есть пишут одно, а на самом деле-то хотелось бы не только стретчинг. Да, и таким образом приходило все больше и больше и тренеров, и людей. И у нас, получается, было в студии, начиная там от кундалини-йоги, заканчивая стрип-пластикой. Ты мог прийти и сделать все, и никто тебя за это не осудит. Специалисты широкого профиля. Да. Вот. И все было отлично, все было достаточно ровно. Вот студия работает, получается, 3 года сейчас. И все было нормально до того момента, до событий прошлого декабря. Здесь, да, тоже мы все помним, что у нас здесь было. И в основном мои клиенты — это экспаты. И, соответственно, куча этих экспатов продолжила свой экспатский великолепный путь дальше по миру. Ну, а мы остались. Вот. И пока сейчас не так все хорошо, как было раньше, но мы стараемся. Еще, естественно, выросла конкуренция, и люди, которые приехали, тоже понаоткрывали тут всяких студий разных. И, естественно, неизбежный процесс, потому что раньше у нас не было таких конкурентов, а сейчас у нас их много, и людей меньше. Да. Но чтобы начать работать с грузинами, это тоже такой переход. Им еще тоже не сильно понятно. Конечно, грузины будут ходить к грузинам, или нужно брать грузинов на работу, но вопрос, пойдут ли тоже они в таком количестве работать ко мне. В общем, пока мы в процессе вот этого своего предпринимательского непростого пути, посмотрим, что будет. Переосмысление, так сказать. Бесконечное. Бесконечно. Не, ну, наверное,
Ну, это дискуссионный вопрос, Мгм. конечно. Наверное, да, переориентация на более локальный рынок, так это Мгм. назовем, это необходимый этап, В любом чтобы случае, продолжать. да. Потому что, да, вот этот ручеек экспатов, он иссякает, Да, как бы. если сейчас ничего не случится, да. Да, если ничего не случится, то он иссякнет рано или Да, поздно. да. Вот. А текущие, они, наверное, ну, тоже много людей, просто кому нравится здесь жить, они просто Мгм. такие, типа, ну, все, я хочу здесь жить, буду как бы пытаться влиться в тусовку, учить Мгм. язык и так далее. Ну, у меня есть несколько таких знакомых, которые, Мгм. типа, ну, все, я не хочу уже там фигней как-то заниматься, я получаю ВНЖ, я учу язык, я Мгм. остаюсь здесь жить, все. И они такие, ну ладно. Да. Вот. А случайные бедолаги, да, они потихоньку, конечно, рассасываются из всех мест. Случайные бедолаги. Но 22 год Да, привнес да. огромное количество случайных бедолаг. Да. В целом я, ну, наверное, из их числа, но я себя ставлю в другую когорту, потому что я все-таки номад, я никогда нигде пока я не хотел жить Мгм. долго, и я в целом соответствую этому заявлению. Вот. Мгм. Так и А, делаешь. ну, типа того, да, пока еще не хочется закрепиться нигде. Вот. Ну, понятно, что формируется какой-то топ Мгм. мест, куда хочется возвращаться. Это Грузия, это Таиланд, вот, Мгм. да. Особенно зимой. Скоро он тебя ждет. Да. Да, 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 да. Вот, возможно, в Сербию еще посмотрю, гляну, как там, тоже много Мгм. знакомых там. А, ну, бизнес суровеет, нервные клетки на исходе, Да. соответственно, нужно какое-то хобби. Я Да. знаю, что ты занимаешься диджеингом. Есть Неожиданный такое. поворот. Вот. Расскажи, как ты пришла к диджеингу. В Мгм. общем-то, это, ну, можно, наверное, как-то к Animal Flow тоже это Отнести. пристроить, но... Сейчас мы все ко всему пристроим. Да. Ага. Да, я занимаюсь диджеингом сейчас сколько, 10 месяцев. Но нужно сделать ремарочку, что у меня есть музыкальное образование. Я училась в музыкальной школе. У меня абсолютный слух. И мне очень нравится музыка. Вообще моя Мгм. жизнь изменилась на до и после, когда я услышала ее. Мои родители дома не слушали музыку. И я просто попросила их, ну подарите мне, я хочу послушать, что там вообще дают. И начиная с этого момента постоянно я нахожусь в каком-то контакте с музыкой. Мне Мгм. очень нравится ее слушать, проживать любые моменты с музыкой. И вот либо с музыкой, либо нет. Я все время выберу историю с музыкой. Мгм. И мне очень нравится ходить потанцевать. И в прошлом году, когда я была на Бали на менторшипе Animal Flow. Конечно, это же все связано. Это было, значит, недельное мероприятие, куда приехали все самые крутые в мире ребята, в том числе Майк Фич, который это направление придумал. И это была очень интересная целая неделя. Я узнала кучу разных людей со всего мира, которые, во-первых, занимаются Animal Flow, это уже посмотреть на всех, как они вообще все выглядят тоже, и чем они еще увлекаются. И я подружилась с ребятами с Филиппин, и на последнем вечере, значит, они просто выкатили вот такой огромный пульт, барабаны, и начали играть, парень и девушка. И я была в шоке, потому что это было неожиданно, они никогда про это не рассказывали. Потом, когда я посмотрела их соцсети, оказывается, что насколько они классные преподаватели Animal Flow, настолько же они крутые диджеи там у себя на Филиппинах. Мгм. Вот. И мы с ними поговорили, я говорю, блин, это вообще ничего себе. Они мне такие, Анастасия, тебе нужно просто пойти поучиться. Мгм. У тебя все очень хорошо там с музыкой, вот иди просто научись. Я такая, да, ну ладно. И я вернулась в Тбилиси и пошла поучиться. И с этого момента постоянно я играю, мне хочется сводить эту музыку, мне очень нравится весь этот процесс. И думаю, что музыку тоже начнем писать. Сейчас мы еще преисполнимся чуть-чуть в диджействе, и потом начнем уже делать дела, да. Очень все интересно, очень все нравится. Мгм.
И я здесь самое интересное, что здесь я не боюсь как-то ошибаться. То есть понятно, что у меня не очень большой опыт именно в техническом вот этом моменте, но я супер кайфую, даже если я где-то косячу, все косячат как бы. Я даже испытываю от этого какой-то супер интерес. Так, а это с этим, а вот это с этим. Супер. Рекомендую. Отличное хобби. Ну, вообще, да. Я в целом тоже по жизни с музыкой двигаюсь, потому что я всегда ее включаю везде, я всегда ее слушаю, мне очень нравится слушать, и я точно могу сказать, что да, любую активность с музыкой делать веселее, чем без 100%. нее. Просто иногда надо подобрать музыку. Понятно, что ты там не будешь, не знаю, под дескор пытаться что-то интеллектуальное делать или духовное, но тем не менее музыка — это классно. Я так полагаю, ну, я видел, точнее, сторисы, ты играешь где-то на пульте прям, заряжаешь. Да, конечно. У меня есть и свой пульт, я себе купила, чтобы дома еще преисполняться вот в этом, чтобы можно было везде выйти со своим пультом при желании. Да, я поигрываю в некоторых заведениях. Сейчас стремлюсь попасть именно в грузинский какой-нибудь клуб, потому что, как мы знаем, не очень нас там любят. Но мы сделаем это обязательно. Немножечко расслабим их на этот счет, что все-таки музыка — это Объединяющая штука. объединяющая штука, да. Так что следите, скоро будем играть в грузинском клубе. Я еще видел, что ты SoundCloud у тебя есть. Конечно, да, я записала несколько сетов, можете послушать. А ты, ну, тебя пока что интересует электронная музыка, да? Или в целом только она? Или ты хочешь расширить свой пул, так сказать? Ну, вот я же училась в музыкальной школе на фортепиано играть, да, и сейчас меня больше интересует электронная музыка, да. Ну, то есть потом можно что-то интересненькое сделать и там, и там. Сейчас я пока в процессе изучения и поглощения вот еще. этого, да, всего. А вокал? С вокалом тоже все в порядке. Так что можем полный цикл сделать. Запишем альбом, потом вообще на изи. А подтанцовку будут делать люди из студии Animal Flow. Да, еще моя дочь, мы его поставим, она у нас занимается в цирковой секции, так что там тоже можно. Ну, это нормальное дело. Да. Корпоративы, праздники. Все, полный цикл. Расскажи, наверное, еще, ну, как это сказать, вот про друзей что-то. Вот я не знаю, в эмиграции я столкнулся с тем, что, конечно, меняется какой-то пул знакомых. То есть все равно, допустим, люди, с которыми я перестал видеться, они как-то потихоньку исчезают из как бы пула общения. Нашла ли ты, ну, новых друзей, благодаря чему нашла студии или просто тусингу, или диджеинг тебе помог? Вот расскажи, как, будучи мамой, бизнесменом, не сойти с ума, еще и найти друзей. И просто вообще не умереть от количества дел. В общем, когда я переехала, примерно 1.5 года я не могла найти себе близких друзей, хотя несмотря на то, что я супер экстраверт, но все это были какие-то, ну да, но нет, непонятно. То есть не прям какие-то мои люди. И потом я же, ну сколько можно уже это все. И когда я начала вести здесь тренировки, ко мне пришло 100% чисто моих людей. И я такая, вот так это работает. В общем, чтобы компания получилась, нужно ее создать. В общем, да. Да, сначала так приходили ребята, и потом еще самые мои лучшие друзья, с которыми у меня сейчас самые близкие отношения, если честно, я сама до них докопалась. Такая, давайте подружим. Они такие, да что? Я такая, не, давайте все-таки будем дружить. И потом, да, то есть я прям поняла, что это какие-то мои. Вот я чувствую, что мне с ними надо. Даже если они пока этого не чувствуют, я уже им скажу, чтобы они начинали. Да, у меня здесь достаточно большой и теплый круг общения. Вот. Через танцы и музыку тоже, конечно, я нахожу себе много
друзей. И иногда мы идем по улице, и мой сын такой: мама, ну почему ты всех знаешь? Ну сколько можно уже? То есть поздороваешься там с большим количеством людей. Он такой: Селебрити. Да. У нас, как говорится, все проще. Никто не знает тебя. Но, кроме шуток, подкастинг позволяет как бы больше охватить людей, да, познакомиться с большим количеством людей, в частности, вот с тобой. На прошлом подкасте с Лилой я тоже познакомился, просто потому что мой рилс про хинкали посмотрело много тысяч людей. И это очень забавно, когда какая-то такая штука, которая вообще, вообще в этом подкасте конкретно про хинкали там 2 минуты. Но в итоге это самая большая штука, которая к чему-то привела. Поэтому you never know, да. Забавно, что ты упомянула про вот эту фишку, что ты заставил людей дружить. Да. Я заставляю людей на себя подписаться еще. Давай. Вообще это недооцененный лайфхак, потому что я тоже очень часто в тех моментах, в которых я так себя веду, я добиваюсь успехов каких-то. Потому что, действительно, когда ты предприниматель, наступает горькое осознавание того, что никому ничего не надо от тебя. И твоя задача все время намекать, что это что-то классное, да, что вам это надо, что да ладно, посмотри ты, ты что, подкасты норм, приложение, скачай, да что, что тебе стоит? Оно же классно, да. Я иногда в такие моменты чувствую себя торгашом, раньше Шанхайка, да, это называлось в детстве. Вашему сыну нужны эти штаны, я примерно так себя ощущаю, но с другой стороны... Они ему точно нужны. Да, они ему точно нужны, когда ты маленький предприниматель, это the way of life. То есть, мне очень нравится такой монолог про предпринимательство небольшой, что когда ты какой-то бизнес делаешь, ты в целом именно, это большой кусок саморазвития, короче. Абсолютно точно. Чем когда ты просто там: здравствуйте, в 9 утра, все, в 7 вечера, до свидания. И в целом у тебя как-то самостоятельность не развивается из-за этого. А когда тебе приходится самому, где деньги найти? А если у тебя еще какие-то на зарплате чуваки, надо платить зарплаты. Сегодня, кстати, день зарплаты. Сегодня мне нужно перевести всем зарплату. С первым числом. С первым числом, да. Но я обычно плачу налоги. С 1 числа здесь очень удобно платить налоги, поэтому я с радостью бегу на РСГ. И с помощью Translate to English, к сожалению, за 3 года интерфейс не стал на другом языке отображаться у меня почему-то, но ничего страшного. Благо там. Да, мы тоже идем, конечно, 1 числа. Да. Еще инвойсики отправляю по работе. 1 числа тоже. А что ты можешь посоветовать? Вот, допустим, человек базово какой-то, не полный крип, который чем-то занимался, но перестал. В Animal Flow есть какой-то порог входа, так скажем? Или это может любой прямо совсем? Нет, в целом это доступно вообще каждому человеку. Единственное, что если очень большой лишний вес, это будет тяжеловато, потому что у тебя все в порядке. У тебя получится. Потому что мы работаем со стопами и запястьями. То есть весь свой вес должен держать на 4 конечностях, и это может быть непросто. Но в остальном это доступно вообще любому полу, возрасту, уровню подготовки. Да. Даже приходите. Программисты особенно, ребята, не забываем. Записываемся на тренировочки. Да. Я советую просто прийти и попробовать. Вообще нету какой-то тренировки, которая подошла бы всем. Чтобы заниматься какой-то активностью, нужно найти тренировку, которая тебе самому нравится. Чтобы тебя это увлекало. Ты не бросил. Из-под палки ходить или заставлять себя, это все время конечная история.
А чтобы продолжать заниматься, нужно найти, что тебе нравится. А чтобы найти, нужно попробовать разное. И если вы такие, ой, я не могу ничего найти, мне ничего не нравится, открываем список всех видов спорта и примерно смотрим, все ли мы здесь попробовали. Скорее всего, нет. Обычно, ну, по себе могу сказать, ты просто даже не пробуешь ничего. Вот, То есть вот. ты просто говоришь, мне ничего не нравится, Мгм. ну ты типа, Просто не пробовал. ты по просто факту. сходил в спортзал, Мгм. ну вот, я про свой кейс скажу. Конечно, раньше мне нравилось в него ходить, но Мгм. потом, спустя время, сейчас я в целом, ну, как-то скучновато все Да, это стало, понимаю. непонятно, нафига все это надо. Мгм. Вот, или с бегом. Или с бегом, ну, я просто травмировал ногу надолго, Мгм. вот, и моя беговая карьера завершилась, и после этого я такой, ах, ну, все Всё, на этом спорты попробованы, 2-2, Мгм. можно ничего не делать. Там, где мой диван, открываем Балтику, И всё. осуждаю. Ложимся в позу греческого бога. Да. В общем, нужно поискать свое, просто попробовать разное, не бояться. Никто на вас... У людей часто возникает такое, что кто-то будет на них не так смотреть. Есть такое, Никому дела до этого вообще нет, правда. по факту. Кроме вас самих, никто про это сильно не думает. Поэтому не бойтесь, приходите. Никто никогда не будет, не знаю, там, над вами смеяться или смотреть и говорить, у него не так получается. Абсолютно точно. А нет. если будут, то это идиоты. То да, мы с такими не дружим. Ну У нас да. таких нет. Да и в любом, ну, я не знаю, нормальные спортсмены всегда поддерживают новичков. Естественно. Никогда никто там, типа, фу, ты там не можешь 300 килограмм пожать, лох. Ну, это только в Мы с тобой интернете. не сядем вместе. Да. Это какие-то в интернете бойцы только. Так в целом, люди, которые особенно что-то добились в спорте, они обычно, наоборот, на позитиве двигаются. Конечно, поддерживают Ну остальных. да. Да. А почему Грузия? Вот неожиданный вопрос. Просто, ну, смотрел ли ты какие-то... Ты хочешь здесь жить? Это или ты хочешь куда-то дальше? Ой, ну, пока я хочу здесь жить, потому что иммиграция одинокой маме с двумя Ну да, детьми куда-то это- еще, это выстрел себе одновременно и в голову, и в обе ноги. Поэтому Ну да. сейчас я не готова точно даже думать про какую-то еще иммиграцию. Мгм. У меня здесь более-менее налаженная Мгм. жизнь, я себя чувствую комфортно. Вот, и не хочу себе устраивать еще каких-то лишних трудностей. Нервотрепок Да. непонятных. вот. Жизнь мне подкидывает трудности, я не хочу больше, спасибо. Пока останемся на том же уровне трудностей. Да. Ага. Вот. Ну, для меня, ну что, в Грузии мне очень нравится, я на каждом подкасте это говорю, это кухня. Мгм. Ты любишь вот грузинскую кухню? Да, я люблю грузинскую кухню. Ну, Да, мне очень нравится грузинская кухня. И я уже перешла на тот уровень огрузинивания, что когда ты куда-то улетаешь, и ты прилетаешь, и первым делом ты идешь есть хинкали. Такой, да, я вернулся домой. Приезжаешь на Бали, идешь в грузинский ресторан, чтобы заказать хинкали. Ну, на Пхукете есть грузинских Ага. ресторанов несколько. И я помню, да, Похаживаешь. похаживаю туда, да, и там После владелец грузин. том-яма с шлифаном. И он все равно рад, что, жил ты в Грузии долго, здорово. Что-нибудь расскажи там, как там мои, дела? да, как мои там живут. Ну, давай какое-то, наверное, около напутствия, позитивное, что напутствия. ли, да. Мгм. Потихоньку сворачиваться, судя по сигналам. Сигнал был дан. Да. Какое напутствие, что я хочу сказать, что самое главное предназначение Homo sapiens — это быть счастливым. Все так. Других никаких скрытых смыслов нет, поэтому постарайтесь быть счастливыми, найдите то, что вас делает счастливым, и уходите оттуда, где вам не очень хорошо. Ищите там, где вам будет классно. Ну и будьте добрыми, дружите с людьми, занимайтесь Animal Flow. Приходите в грузинский клуб, когда я буду играть музыку. Вот. Это хорошее напутствие. И смотрите подкаст. Обязательно.